12 правил жизни в Мексике, о которых вам не расскажет путеводитель. Если вы гуляете по пешеходной зоне с молодым человеком, другом мужского пола, он обязательно перейдет на сторону трафика. Есть такая городская легенда, конечно же, придуманная иностранцами, что если девушка идет не со стороны дорожного движения, она тутка. Но давайте будем честными. Если ты джентльмен, и это твоя привычка, ты вряд ли используешь эту информацию как некий секретный код, чтобы дать понять: воу-воу-воу, булки ты не расслабляй, ты это вообще тутка. Иди-ка ты со стороны дорожного движения. Второе правило. В Мексике все друг с другом здороваются. Например, если ты подходишь к незнакомцу на улице и спрашиваешь, как пройти куда-то, очень по-местному будет поздороваться, спросить, как дела, и дальше тараторить свой вопрос. Иностранцы обычно, я в том числе: «Здрасте, я тут потерялась, как пройти?» Не совсем вежливо для местных, поэтому поздороваться, спросить, как дела – дежурная фраза. И потом можете спрашивать все, что вам угодно. Местные очень дружелюбные, иностранцев любят, относятся лояльно и попытаются вам помочь. Это то, что отличает местных от иностранцев. Все друг с другом здороваются. И еще такой момент, дополнение к этому правилу. Buenos dias. Начинается приветствие до 12 часов дня. После 12 где-то до 7 buenas tardes. И buenas noches после 7. Последнее было очень сложно не переводить на русский noches, потому что доброй ночи я, очевидно, скажу после 12. Третье правило. Если ты приходишь в ресторан и проходишь мимо столиков, где другие гости ужинают, вежливо и правильно будет пожелать приятного аппетита. Для меня это было более чем странно, когда ты сидишь на террасе, и мимо проходящие люди, которые даже не в ресторан заходят, желают тебе приятного аппетита. Первая мысль: что происходит? Что-то нужно? Или здесь это абсолютно нормально, даже когда ты закончил трапезу, расплатился, уходишь из ресторана и так или иначе проходишь мимо столиков, пожелать приятного аппетита очень вежливо и по-местному. Четвертое правило – обращение на «вы». В испанском языке это форма «usted». В Мексике вполне обычно обратиться к незнакомому человеку, к таксисту или к официанту на «ты». В случае со старшими 50 на 50. Дамы, сеньоры смущенно спрашивают: я что, так старо выгляжу? Пятое правило. Сеньора, сеньорита. Согласитесь, в этом есть что-то чуть более торжественное, чем девушка и женщина. Поэтому я каждый раз, в английском есть такое слово melting, таю, как мороженое, когда ко мне обращается сеньорита. Здесь к девушкам обращается сеньорита. С сеньорой нужно быть осторожнее. Есть такой момент, что, по сути, намекаешь на возраст. Никому не хочется быть той самой женщиной. Знаю, что так же, как и в России, каждая сеньорита в Мексике с ужасом ждет того самого момента, когда за ее спиной кто-то обратится к ней: сеньора. Все-таки это очень про возраст, и нужно быть с этим аккуратнее. Шестое правило. Имена в Мексике. Имена в Мексике, по идее, длинное сокращается до короткого, но не всегда преследуется такая логика. Пример: Эдуардо Лало. Не самое сложное имя, не самое длинное, сократилось до чуть более короткого с буквами, которые взялись. Эдуардо Лало. Хосе, чаще это Пепе. Достаточно короткое и самое популярное имя в Мексике сократилось до Пепе. Я до сих пор оказываюсь в ситуациях, когда наши общие друзья оказываются не Пако, а Родриго. Другой Родриго не Гао, а
Родриго, Пепе Хосе, Росио Чио и так далее. 7-е правило. Если ты приглашен на домашнюю вечеринку к друзьям, не дай бог опоздал, и там собрались 20 человек. Всех надо обнять, поцеловать. Не получится так, как в России. Здрасте, я Настя. Я обсуждала этот вопрос с местными, столкнулась с тем, что им совершенно непонятно, как можно прийти в гости и сделать просто вот так. 8-е правило. Чаевые в Мексике. Чаевые в Мексике не включены в счет, но последний вопрос перед оплатой, который вам зададут: какая сумма чаевых будет включена с вашей стороны? 10, 15, 20% обычные цифры на ваш выбор. 9-е правило. В любом крупном супермаркете есть персонал. Как правило, это люди пожилого возраста на пенсии. Они помогают вам собрать продукты в пакет. Им не платят заработную плату, поэтому единственная возможность заработать – это ваши чаевые. 10-е правило. В общественном транспорте в Мексике, в автобусах и в метро. Кстати, в Мексике нет железнодорожного сообщения, поэтому в данном случае речь идет о метро и автобусах. Есть розовая секция. Там могут находиться только женщины. Я знаю, что Мексика – это не единственная страна, где есть такое правило. Но, в общем, таким образом женщины защищены в час пик и не только от мужчин, которые вдруг решат проверить свои тактильные ощущения. 11-е правило. В Мексике существует классовость, и часто очень бросается в глаза: очень бедное население может соседствовать, очень бедный район соседствовать с богатыми, состоятельными мексиканцами. При этом каждая сеньора с очень средним доходом, допустим, сделает все возможное, чтобы у нее был помощник по хозяйству 1, 2, 3 раза в неделю, всю неделю, почувствовать себя сеньорой. Последнее правило, оно кажется очень логичным, но Мексика очень привязана к своим традициям. Они могут критиковать своего президента, они могут критиковать инфляцию, коррупцию, бюрократию, но они, тем не менее, очень гордятся своей страной, и будет большой ошибкой высказаться негативно о стране, о традициях, о еде. Один из самых популярных вопросов: какая мексиканская еда тебе нравится? И лучше на этот вопрос что-нибудь позитивное ответить. Подписывайтесь на мой канал, поддержите мои видео лайками, а с меня больше интересных видео о жизни в Мексике.